Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Как он резок в своих движениях один и как мягок вместе с Тэхёном. Девятое место. Подкалывать друг друга как смысл жизни. Восьмое место. Совпадение или нет? Похоже, но слишком хорошо, чтобы быть правдой. В день Святого Валентина у Чангука была фотосессия. Учитывая, что Сеул опережает Гавайи на 19 часов, он мог бы закончить все свои дела, успеть на перелет и быть на Гавайях в день Святого Валентина. Вот теперь что хотите ТО и делайте с этой информацией. Седьмое место. Эх, Чангук, ты главное не забывай дышать. Шестое место. Поведение пары. Обнимать его перед всем миром. Все еще много вопросов к этому моменту. Пятое место. Судя по тому, как Тэхён, естественно, проводит пальцами по волосам Чангука, и потому, как Чангук выглядит расслабленным и комфортным, то это для них норма. Четвертое место. Забота. Тэхён сказал: «Самый комфортный и подходящий человек, близкий мне, Чангук. Я выбрал его в тот момент, когда я увидел его, в момент, когда он попал в поле моего зрения. Это была любовь с первого взгляда». Третье место. Новости.
Похоже, эту часть шоу снимали прямо перед армией, судя по стрижке и тому, что Чангук снял пирсинг. Но видя эти кадры, каждый раз вспоминаю, как он болел в ту поездку и как был вымотан после промо Голден. Компания выжила из него все соки перед армией. Чтоб она подавилась. Но надеюсь, парни хоть чуточку повеселились на съемках. Обновление Twitter BTS. Так волнительно быть номинированным в категориях Best Collaboration и Best K-Pop на VMAS 2024. ARMY, спасибо за всю вашу огромную любовь и поддержку. Они навсегда соединены. Обновление Instagram Compose Coffee. Среда – самый трудный день недели. Возможно, это утомительно и сложно, но давайте попробуем приложить немного больше усилий. Освежающий и вкусный манговый смузи. Желаем вам счастливого лета. Поделись удачей с композиторами. Только у Тэхёна цветочки для его цветочка. Новостной портал Korean Economy информирует о том, что рост акций компании Hype на фондовом рынке вырос на 9%. На фоне конфликта с дочерней компанией Dor акции Hype, цена которых снижалась, впервые за долгое время взлетели наверх. Результаты второго квартала оказались неожиданно положительными. Этому способствовало возвращение Джина из армии и новость о том, что вскоре будет выпущен его новый альбом. BTS всегда были, есть и будут основным источником дохода компании, как бы та ни стремилась к независимости от парней, у нее никогда это не получится, потому что BTS – это икона и удел компании молиться и благодарить парней за успех. Никогда не делаю зарядку для глаз, ленюсь, но тут не удержался просто. Несу вам лучшего фитнес-тренера для глаз, упражняйтесь. Статья на Naver. Репортер Чон Юнджу. Юнги находится под следствием после падения во время катания на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения. 7 августа полицейский участок Инсан в Сеуле объявил о том, что они расследуют дело по обвинению Юнги в нарушении закона о дорожном движении, вождении в нетрезвом виде. По данным полиции, Юнги был обнаружен накануне в районе Йонсан-ГУ после падения во время катания на электросамокате в состоянии алкогольного опьянения. Когда находившийся поблизости полицейский подошел, чтобы помочь Юнги, от него пахло алкоголем, и его доставили в ближайший полицейский участок. Они подарили нам самую прекрасную историю любви.
Привет, это Big Hit. Мы приносим извинения за несчастный случай с участником BTS Юнги на электросамокате. Ночью 6 числа, во вторник, возвращаясь домой пьяным, Юнги в шлеме использовал электросамокат. Проехав около 500 метров, он упал при парковке, и в результате проверки на алкотестере, проведенной находящимся рядом полицейским, его оштрафовали и лишили прав. В результате инцидента не было человеческих жертв или нанесен материальный ущерб. Юнги вернулся домой после того, как был передан полиции. Приносим извинения за то, что разочаровали многих людей неподобающим поведением артиста. Как социальный работник, Юнги будет подвергнут соответствующим мерам на своем рабочем месте за действия, вызвавшие социальные противоречия. Мы будем более осторожны, чтобы не допустить подобного в будущем. Спасибо. Юнги на Виверс. Привет, это Юнги. Мне очень жаль, и я предстаю перед вами с грузом на сердце из-за разочаровывающего инцидента. Вчера вечером, выпив на ужине, я возвращался домой на электросамокате. Учитывая, что расстояние было маленьким, я не подумал о том, что в нетрезвом состоянии нельзя пользоваться электросамокатом, тем самым нарушил правила дорожного движения. Припарковав скутер возле своего дома, я упал, а когда ко мне подошел полицейский, он провел проверку на алкотестере, в результате которой меня лишили прав и наложили штраф. Никто из людей не пострадал, и никакие близлежащие объекты не были повреждены. Но я приношу свои глубочайшие извинения, поскольку вся ответственность лежит на мне без каких-либо оправданий. Я приношу извинения всем, кого задело мое неосторожное и неправильное поведение, и обещаю быть более осторожным в будущем, чтобы подобное не повторилось. Джин – новым мировым послом бренда Gucci. Джин, который был факелоносцем Олимпийских игр Южной Кореи на Олимпийских играх 2024 года в Париже в прошлом месяце. В возрасте 31 года является самым старшим участником популярной кей-поп-группы и первым, кто был уволен из обязательной военной службы своей страны в июне. Креативный директор Сабата де Сарна сказал, что теплая и добрая личность Джина поистине притягательна, а его стиль просто уникален. Он щедрый и необыкновенный артист, который способен тронуть людей своей музыкой, и для нас это еще большая честь поделиться этим. Путешествие вместе с ним. Художник несколько раз носил Gucci и, похвалив де Сарна, заявил, что бренд является культовым с давними традициями и современностью. Быть частью такого дома значимо и увлекательно. Ну что, врываемся в новый день с плясками и с отличным настроением. По данным рейтинга Billboard Global 200, Чангук является крупнейшим сольным исполнителем хитов кей-поп в 20-х годах. Предлагаю нам всем дружно вспомнить об этом движении. Стажеры продолжают делиться своим опытом службы под руководством Хасока. Я проходил стажировку под руководством инструктора Чон Хасока. Он был очень добрым, и его даже прозвали «наш брат». Однако при этом он был строгим инструктором и четко следовал уставу, как настоящий солдат. Я хорошо помню, как он называл нас по именам, а не по номерам, и спрашивал, хорошо ли мы спали. Даже во время церемонии вручения дипломов он фотографировал всех без малейших признаков затруднений, и с тех пор я стал его фанатом. Это видео делают эту жизнь лучше.
Оставляю вам это на размышление. Хочу то, что есть у них. Арми сходила в заведение «Поросенок в котелке», которое находится в Хвачоне, и заметила автограф Намджуна, который висит у входа слева. Владелец рассказал Арми, что это место посещают много солдат из 15 дивизий Намджуна. Кстати, сверху автограф Ли Чжухона из Monster X, с которым Намджун делился фотографией из фотобудки. Возможно, они побывали в заведении вместе. Вспомним. Время плакать. Помните, когда глаза Тэхёна стали большими и яркими, когда он заметил в толпе своих родителей, и на его лице появилась огромная улыбка, когда он сказал: «Папа, подними руку». Представитель администрации военной службы заявил 7 числа: на уровне администрации по военным делам не будет никаких предупреждений, потому что это не несчастный случай, произошедший в рабочее время, и это не проблема, связанная с социальными услугами. Этот инцидент никак не повлиял на работу Шуги, как социального работника. Иногда к человеку просто тянет, и это не объяснить. Фотки Тэхёна из фотобука Type 1 были замечены в посте тайского актера Арчин Айдын. Вспомним этот день. Slow Dancing Тэхёна преодолела 400 миллионов прослушиваний. Это его 4-я песня с таким результатом. Этот момент, когда Тэхён пришел на Шучиту к Чангуку. Я так люблю это.
Тэхён и Чангук в Твиттере 6 лет назад на Мальте. Залип на этом видео. Чангук и его любовь к закатам. Их доверие друг к другу просто до мурашек. Подошел, схватил в охапку и унес, чтобы другие не глазели, а бро даже не оборачивается, чтобы посмотреть, кто его тащит. Улыбается и чувствует, что свой, родной. Армия, просим вас проявить максимальную сдержанность и адекватность в данной ситуации с инцидентом с Юнги. Настоятельно рекомендуем всем воздерживаться от оскорблений в адрес любых участников происшествия, будь то полицейские, представители Кореи или законодательство Кореи. Каждая страна имеет свои законы, в том числе запрещающие управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Это правило действует независимо от вида используемого транспорта. Также просим вас не вступать в любые конфликты с другими фандомами. Мы рады, что Юнги не пострадал в результате инцидента. Также мы рады, что он проявил ответственность, признав свою ошибку. Также хорошо, что компания сразу сделала заявление. В данный момент мы призываем вас оказать поддержку Юнги в соцсетях и на Weibo. Но также при этом просим не забывать, что в жизни группы есть и другие важные события и новости. Сейчас, как никогда, нам всем необходимо проявить сплоченность и зрелость. Давайте вместе пройдем через это непростое время, не допуская оскорблений и необдуманных высказываний. Когда это Чон Чангук и его маленькая антенна на голове для связи с дальним космосом против всего мира. Это время посвящается невозможно красивым глазам Тэхёна. Любимый рюкзак Чангука, если верить официальной информации из Гугла.
Человек, находящийся в отпуске в одном из городов Хоккайдо в Японии, пошел в офис, чтобы получить талоны на питание, и увидел Тэхёна на обоих компьютера, а под папками на столе лежат наклейки с фотографиями Тэхёна. Когда голос человека заставляет тебя замирать в моменте. Тэхён — это стандарт, реакция фанатов на то, как популярный веб-писатель Биэл Гамрам подчеркивает свое художественное восхищение Тэхёном. Красота Тэхёна — муза для многих режиссеров, писателей, аниматоров, художников и так далее. Как их глаза сияют, когда они смотрят друг на друга. Можно говорить что угодно, но глаза действительно блестят по-особенному, когда ты смотришь на человека, которого безумно любишь. Актер и модель Чо Маинг Джан рассказал, что является поклонником Тэхёна уже 9 лет. Второе место. Это так интимно. Почему им не разрешено сидеть рядом? Потому что вот это происходит. Желаю вам, чтобы ваша вторая половинка смотрела на вас так же, как Тэхён на Чангука. Первое место – любовь. Хотеть касаться и обнимать постоянно. Это ведь действительно так. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.